Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на первую декаду ноября для знака зодиака Водолей. Мы коснемся сферы отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также Ленорман нам покажет сюрприз, неожиданность. И в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Водолей, первая декада ноября. Что у вас будет происходить в начале ноября? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого они есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Ох, у вас 3 старших аркана. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. И что у вас будет происходить в конце этих 10 дней? Совет или предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность, Водолей, первая декада ноября. Да, смотрите, Ленорман показывает, что женщина переживала кризис. Вот отшельничество, это может быть связано с отношениями. Тут кто-то даже пришел к вере. Но у нас ложится ключ. Если это касалось отношений, здесь вы заканчиваете какой-то один этап вашей жизни. Ну, у кого-то здесь смерть ложится, да, это развод. Это расставание, развод. Кто-то сейчас, кто ищет любовь, тот в положении, ощущает себя в положении жертвы. Но в любом вопросе, будь то вы заканчиваете отношения или вы в одиночестве уже находитесь, карта говорит, что эти трудности и все эти проблемы, с чем бы они ни были связаны, может быть, это нет работы, там, полоса безденежья. В любом случае, ключ нам всегда дает надежду. То есть, если какая-то дверь закрылась, у вас появляется ключ открыть какую-то новую дверь или освободиться из какой-то клетки. Ну, клетка это может быть образно. Это может быть период одиночества, период застоя в вашей личной жизни. Или это может быть отсутствие работы. То есть вот какой-то сложный период в вашей жизни наконец-то заканчивается. Вы найдете выход из сложной ситуации или разрешите какой-то вопрос. Если здесь в отношениях был обман, измены, то опять же вы это узнаете. Ну, скорее всего, по кресту вы уже это чувствовали. Была какая-то сложность в отношениях. У кого-то здесь, может быть, решается вопрос переезда. А может быть, был период, когда вам жить было негде. Ну, или вы с кем-то жили, вам было очень сложно. В любом случае, карта говорит, да, вы находите выход. Ну, давайте мы уточним, да, входите вы в состояние отшельника. Да, может быть, это ваш настрой, может быть, вы сейчас ищете, что вы хотите получить в этой жизни. Может быть, это касается вашей карьеры, работы. Это может быть, как правило, работа на себя. То есть идти по своему собственному пути. Также это может быть период одиночества, а кому-то наоборот. Вот были очень сложные отношения, и сейчас вы принимаете решение эти отношения закончить. Все, вот закрыть эту дверь и больше туда не возвращаться. Вот может быть вам сейчас эмоционально комфортно быть наедине с собой.
обдумать что-то. Может быть, что вы хотите получить от отношений? Нужны ли они вам сейчас именно? Почему карта и говорит, если вам так комфортно, то почему и нет? Здесь самое главное, она говорит, что в каких бы трудных ситуациях вы ни оказались, все ответы есть внутри нас. Постарайтесь, чтобы никто вам не навязывал свое мнение. Вы сами лучше знаете, что вам сейчас нужно. Но отшельника уточнять не будем, давайте уточним смерть. Да, смерть для отношений говорит, что у кого-то здесь заканчиваются отношения. Они могут просто заканчиваться, что вот, ну, тяжело было вам. По кресту это кармические отношения. Это когда человек думает, что да, это мой крест, и мне его тащить. Зачем себя приносить кому-то в жертву? Это период трансформации, это оканчиваются одни отношения. Да, может быть, появилась какая-то новая возможность, из-за этого вы и решаете закончить. То есть кто-то у вас появился, и вы понимаете, что не обязательно тащить этот крест, что можно жить-то и счастливо. Или вы просто уходите из брака, из отношений. Давайте уточним смерть. Кто-то может переезжать. Уход из брака. Потому что иерофант всегда это официальное заключение брака, это может быть даже венчание, или смотря к какой вы конфессии относитесь. Ну, звезда может говорить, что у вас сейчас совсем другие цели, может быть, вам и не нужен пока никто, вот нужно реализоваться, может быть, как специалист в бизнесе, то есть посвятить время себе, может быть, каким-то медитациям, духовному развитию. Или реально у вас появилась надежда, что, да, как я сказала, вы можете быть счастливы. Не обязательно вот тащить вот это бремя на себе. Потому что по ключу всегда карта говорит о приходе очень важных судьбоносных отношений в вашу жизнь. И звезда нам всегда дает надежду. У вас 3 старших аркана для тех, кто в отношениях. Даже бы я сказала 4. Также у нас звезда всегда дает исцеление, душевное исцеление. Если реально вот были очень сложные отношения, тут или вы просто в одиночестве, да, восстанавливаетесь, или вам кто-то дал вот эту вот надежду и мечту, в которую вы поверили. Что у нас на дне-то? Да, от чего-то нужно отказаться от императора. Может быть, человек был доминант, давил. Может быть, отношения были с несвободным человеком. Ну, здесь обретение вот гармонии, равновесия. Когда человек открыт для новых общений, для счастья. Но от чего-то он отказывается. Хорошо, ну тут и для тех, кто в поиске, тоже непростая карта повешенной. Иногда она говорит, что человек чувствует себя жертвой каких-то обстоятельств. Вот какое-то бремя. Может быть, это за кем-то нужно ухаживать, там родители, маленькие дети. То есть вы чувствуете себя ответственным за кого-то. И это наносит ущерб вашей личной жизни. По отшельнику может говорить, что давно затянулось одиночество. Вот именно здесь, как сюрприз, вы скинете какое-то бремя, нагрузку. Закончится тяжелый период, у вас тоже может произойти знакомство. Может быть, вас куда-то пригласят на какой-то праздник, вечеринку. Давайте мы посмотрим. Вот у нас тройка перешла в 4. Иногда тройка говорит об общении с людьми через интернет. Если вам некогда ходить куда-то развлекаться, просто общайтесь с людьми через интернет. Есть шанс познакомиться. Вот эта карта всегда говорит о расширении контактов, об общении. Давайте сейчас еще посмотрим. Тут вам надо справиться, во-первых, со своими страхами, с тяжелой вот этой жизненной ситуацией. Но еще это когда в нашу жизнь входят отношения, которые приносят нам бурю чувств, эмоций, страсть. Ну, может быть, вот по этой карте вы будете эти чувства подавлять, а делать этого не стоит. Так, совет для вас.
совет. Ну, выходите из изоляции, из закрытого положения. Четверка мечей очень похожа на карту отшельник. Это вот период интроверсии, да, когда мы больше углублены внутрь себя, нежели во внешний мир. Это может быть медитации, созерцание, поиски смысла жизни. Ну, мы смотрим это на любовь и отношения. Вам говорят, выходите из спячки. Хотя бы общайтесь через интернет. Работа, карьера, бизнес. Для тех, у кого она есть. Тут ложится у вас туз кубков. Тут, знаете, может быть, кто-то начинает какое-то свое дело. Отшельник – это человек, который работает только на себя. Может быть, это давать какие-то консультации, может быть, советы. Может быть, опять же, это все связано с интернетом. Может быть, здесь получение новой работы или какой-то крупный проект. Проект, заказ, если вы работаете на себя. Потому что ключ всегда говорит, тут выход из трудностей. И в ваших руках сейчас ключик. У вас появляются какие-то новые возможности, важные события, встречи. Может быть, это касается работы. Давайте мы уточним этот туз кубков. Здесь чья-то помощь. Может быть, кто-то в вас вложится. Может быть, вам кто-то поможет деньгами, потому что все-таки у нас в деньгах пятерка пентаклей. Если вы что-то хотели здесь начинать, может быть, вам не хватало денег. Вот пятерка всегда говорит, есть человек, который вам поможет. И у нас в совет предупреждения ложится король пентаклей. Это может быть представитель земной стихии, телец, дева, козерог. Это может быть человек обеспеченный. Вот на его помощь вы можете рассчитывать. Этот человек может дать вам дельный совет. Прислушайтесь. А если он вам что-то предложит, то соглашайтесь. Но это человек, который не будет рисковать. Если вам нужно получить чью-то поддержку, вам нужно его заинтересовать. То есть, что он на вас заработает. Тогда есть шанс получить помощь. Но кто-то, может быть, будет брать кредит, ну или занимать у кого-то будете. Вот для того, чтобы что-то новое начать. Также это может быть с чьей-то протекцией получить или новую должность, или новую работу. Хорошо, для тех, кто в поиске работы, да, десятка может говорить, что или вы долго уже ищете, но уже вот-вот вы близки. Или здесь карта говорит, вы найдете работу, но по десятке это или предъявление чрезмерных требований к вам, или здесь работа, и вам будет тяжело справляться из-за того, что вам не хватает умения, опыта и знаний. Но, как правило, это период временный. То есть вот был сложный период, может быть, безработицы. А здесь появляется предложение, например, о работе. Или, может быть, предложение, не предложение, а возможность начать работать на себя. Да, сначала будет сложно, но вы справитесь с этим. Давайте посмотрим для вас совет. Да, вот, ну, страхи убирайте. Девятка тоже говорит об этом. Вот я сейчас вот не справлюсь, кого-то подведу. Нет, все это только ваши страхи, это вы сами себя накручиваете. Мы же всегда, когда приходим на какую-то работу, даже если мы знаем, все равно есть период адаптации. Потому что вы понимаете, что люди, которые там работают, они это делают как орешки щелкают. Ну, потому что они там работают давно, а вы человек новый. Также, конечно, карта может говорить, десятка – это какая-то сложная физическая работа. Может быть, для мужчин это работа грузчики, перевозки, вот что-то нужно постоянно нагружать себя. Здесь будьте аккуратнее вот с позвоночником. Старайтесь большие нагрузки на себя не принимать. Поэтому страхи здесь убирайте, что вы кого-то подведете, или вы тут свое, если начинаете, что вы потерпите крах. Нет, это только ваши страхи. Ну, финансы мы уже поняли, здесь какой-то кризис. Но это опять 10 дней, карта не говорит, что тут крах. И если вы были в тяжелом финансовом положении, опять же, вот помощь, поддержка от кого-то будет.
Может быть, это по работе. Также, может быть, здесь начать свое дело, да, не хватает. Ну вот карта говорит, обратитесь к кому-то. Это еще может быть, знаете, кто? Банкир. Или если у кого-то здесь нет собственного жилья, может быть, решается вопрос с жильем, то может быть риэлтор. Давайте мы одну карту совета, потому что вот здесь вот у кого-то может быть переезд, обретение своего жилья. Но своих средств, очевидно, не хватает. Так, Верховная Жрица. Ну, Верховная Жрица всегда говорит о помощи, но которую придется подождать. Сейчас я еще одну карту. Так, Королева Жезлов. Здесь, знаете, еще карты могут говорить, если вы сейчас в трудном финансовом положении, не скрывайте это от близких людей. Это могут быть ваши родственники или друзья. Тут я говорю, на чью-то помощь вы можете рассчитывать. Самое главное, не бойтесь попросить об этой помощи. Может быть, опять же, это что-то связано с вашими планами, карьерой, работой, бизнесом или с отношениями. Здесь у кого была тайная связь, может быть, человек вас обеспечивал финансами или там снимал квартиру. То есть, если вы эти отношения заканчиваете, то, естественно, и денежный канал закрывается. Но еще пятерка, тайна, да, и семерка. Здесь карты могут говорить, что будьте аккуратнее с деньгами эти 10 дней. Может быть, какие-то мошенничества. Так, сейчас давайте мы семерку уточним. Да, карта с подвохом. Ну, вы выведете на чистую воду какого-то человека. Скорее всего, это какая-то королева жезлов. У кого-то еще может быть связано с эзотерикой, отшельник, крест, ключ, Верховная Жрица и королева жезлов. Может быть, кто-то хочет профессионально заняться какими-то духовными практиками, эзотерическими, но понимаете, что то ли денег нет. Да, вообще вот эта Верховная Жрица — это карта матери. Матери или какой-то пожилой дамы. Вот королева жезлов. Тут от нее будет помощь. Тут самое главное, карта говорит, не скрывайте, что у вас проблемы. Вам помогут. В конце этих 10 дней, если вы что-то тут собираетесь начинать, значит, продумайте стратегию, план, если тем более вам нужно заручиться чьей-то поддержкой, то есть вот подписать договор, составить разговор. Но вы должны ясно свои мысли озвучивать, что вы хотите получить, что вы хотите реализовать, ну и для чего вам, например, нужны финансы. Если вы кого-то поймаете на лжи, на обмане, то вы, ну, может быть, вот для тех, кто в отношениях, если у вас заканчивается брак, может быть, реально вы человека поймали на том, что на изменах. То вы составляете договор в конце этих 10 дней, ну и принимаете решение, скорее всего, расстаться. Хорошо, давайте получим для вас совет. Водолеи, первая декада ноября. Поверь в волшебство. Моя жизнь наполнена волшебством. Давайте я вам прочитаю. Вы живете в поистине волшебной вселенной. Духовные и мистические миры находятся от вас на расстоянии одной лишь мысли. Чтобы открыть к ним двери, достаточно лишь поверить в то, чего нельзя увидеть и услышать. Вы можете сомневаться, но при этом продолжать верить в существование бескрайней таинственной вселенной, где знаки, символы и совпадения содержат в себе тайные послания. Даже если ваша вера размером с горчичное зерно, волшебство в вашей жизни возможно. Просто верьте. Хорошо, и давайте мы посмотрим ответ маятника для вас. Маятник, ответь, пожалуйста, Водолеям на их запрос «да» или «нет». Первая декада ноября. О чем бы они ни спрашивали.
Ну, вы видели, что ответ нет. Ну, во всяком случае, не в эти 10 дней. Такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем хорошего.